Главные новости сегодняшнего дня. Певицу Валерию и ее супруга Иосифа Пригожина сняли прямо с борта самолета, который должен был совершить перелет из Шереметьево в Турцию. Причиной задержания для известных публичных личностей стали колоссальные долги по жилищно-коммунальным услугам и длительная неуплата налогов за недвижимость. По данным комитета, семья певицы Валерии задолжала в государственную казну более 30 миллионов рублей. Теперь Иосифу Пригожину придется отложить отпуск на неопределенное время. Вновь в больнице в тяжелом состоянии здоровья оказался член комитета, народный артист России Борис Щербаков. Накануне Борису Васильевичу стало плохо прямо в подъезде собственного дома на улице Тверской. Известный актер поскользнулся на лестнице, потерял сознание и упал, получив при этом серьезную черепно-мозговую травму. 75-летнего артиста срочно госпитализировали. Сегодня рано утром ушла из жизни известная советская и российская актриса, заслуженная артистка России, кинорежиссер Татьяна Ермолаева, сыгравшая более 50 ролей в различных кинофильмах, самые известные из которых «Три мушкетера», роль Анны Австрийской и детский фильм «Приключения Незнайки и его друзей». Татьяна Николаевна Ермолаева ушла из жизни в возрасте 82 лет. Одна из главных героинь фильма «Москва слезам не верит», актриса Раиса Рязанова, стала жертвой ограбления в одном из центральных продовольственных супермаркетов города Москвы. Накануне 80-летняя актриса пошла в магазин за продуктами, имея при себе внушительную сумму денег – почти 200 тысяч рублей. В тот момент, когда Раиса Рязанова совершала покупки, двое неизвестных людей вырвали у актрисы кошелек с деньгами и выбежали из супермаркета. По горячим следам преступников не задержали, Раиса Рязанова уже обратилась в полицию. Пресс-служба комитета сообщает о стремительном ухудшении здоровья Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной. Молодые люди уже целую неделю находятся в специальном хосписе для терминально больных, без права посещения их родными и близкими людьми. Член комитета Руслан Байсаров и певица Алла Пугачева попросили провести уже вторую по счету коллективную молитву о чудесном выздоровлении Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной. Как заявил Руслан Сулимович Байсаров, коллективная людская молитва – это последняя надежда. Состояние здоровья больных по-прежнему остается критическим. Сегодня рано утром в Москве в 7:00 по местному времени было совершено нападение с печальными последствиями на известного телеведущего и актера Бориса Корчевникова. По словам заместителя комитета Александра Бастрыкина, Борис Корчевников стал жертвой собственной самонадеянности. Еще несколько дней назад появилась информация, что на 42-летнего телеведущего готовится нападение, и ему предлагали персональную охрану. Однако Борис Корчевников отказался от охраны, что и привело к чрезвычайному событию. Трое неизвестных преступников напали на Бориса Вячеславовича при выходе из подъезда собственного дома и нанесли ему травмы и увечья разной степени. Известного телеведущего обнаружили соседи по дому и вызвали скорую помощь. Травмы Бориса Корчевникова настолько сильны, что на данный момент Борис Вячеславович находится в реанимации. Состояние здоровья телеведущего тяжелое. Преступники, совершившие нападение на Бориса Корчевникова, разыскиваются. Также уточняются мотивы преступления. Борис Вячеславович Корчевников является внештатным сотрудником антикоррупционного комитета. Глава организации Никита Михалков назвал Бориса Корчевникова светлым и божьим человеком, неспособным на плохие поступки. Крайне удивительно, что у Бориса Корчевникова оказались враги, заявил Никита Сергеевич Михалков.
Во время туристического отдыха в Таиланде накануне собственной свадьбы трагически погибла, утонула российская супермодель и молодая актриса Камила Беляцкая. 24-летняя актриса приехала в Таиланд вместе со своим женихом, 47-летним бизнесменом Григорием Анохиным. Молодая пара планировала сыграть свадьбу в Таиланде. После того, как Камила Беляцкая решила некоторые вопросы, связанные с торжеством, она отправилась полюбоваться морем со своего любимого места. Как раз в эти дни местных жителей и туристов предупреждали не подходить к воде из-за непогоды. В итоге Беляцкую просто смыло с камней сильными волнами. Тело девушки нашли сегодня утром. У известного советского и российского актера Вадима Андреева скончалась жена. У супругов, которые прожили в счастливом браке более 30 лет, была большая духовная связь, и убитый горем Вадим Юрьевич Андреев заявил, что не мыслит своей жизни без супруги. Известный актер собирается уйти в монастырь. По данным прессы, смерть супруги актера Вадима Андреева связана с проблемами с сердцем. Бывший участник программы «Дом-2» Захар Соленко арестован по делу о мошенничестве. Пресса сообщает, что арест Захара Соленко связан с финансовой пирамидой. По данным полиции, бывший участник программы «Дом-2» обманул несколько тысяч жителей Российской Федерации, и на данный момент долг Захара Соленко перед другими людьми составляет более 50 миллионов рублей. За преступные деяния Захару Соленко грозит до 7 лет лишения свободы. Комитет Никиты Михалкова, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным начали глобальную проверку профессиональной деятельности мэра города Москвы Сергея Собянина. Поводом для проверки и обысков послужили многочисленные жалобы жителей города Москвы, которые не получили обещанные добавки к пенсии. Команда Никиты Михалкова еще в октябре месяце перечислила более 70 миллионов рублей для выплаты 13-й декабрьской пенсии для пенсионеров по возрасту. Однако в городе Москве это правило грубо нарушалось. Проверка деятельности Сергея Собянина только началась. Однако уже сейчас стало известно, что часть данной финансовой суммы, которая предназначалась для пенсионеров, была найдена на финансовых счетах Сергея Семеновича Собянина, что говорит о нечистоплотности государственного чиновника. Другая часть финансовой суммы была обнаружена на счетах родственников Сергея Собянина, что еще более усугубляет положение дел. В случае официального подтверждения данных фактов Сергею Собянину грозит полная конфискация, лишение должности и возбуждение уголовного дела. Так сообщает пресс-служба комитета. В стране Зимбабве актрису местного театра ценой собственной жизни спас от нападения льва ее супруг. Актриса возвращалась вечером домой с театральной репетиции. Нападение хищника произошло на приусадебном участке за несколько метров до дома. Отважный супруг спас свою жену, однако сам погиб. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.